Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапные события в вашей судьбе до конца мая. Давайте с вами узнаем. И вот как раз карты пасьянса и расскажут, и покажут, какие события, больше о событиях. Нам демонстрируют карты, с чем это может быть связано. Ну, а каждый из вас переложите на свою жизнь, что в вашей жизни происходит именно сейчас. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла, конечно, тоже. В мае у нас первый месяц, когда Уран в Близнецах. И Уран, ваша планета-управитель, это всегда символ перемен, трансформации. Но май у нас еще и интересен тем, что это месяц двух полнолуний, представляете? Вот 1 мая было у нас полнолуние, которое было в Скорпионе. И в завершении, как вишенка на торте, 31 мая у нас будет полнолуние в Стрельце. Ну ладно, что это означает для вас, будем смотреть. И первое значение. Так, что ждет Водолеев в мае? В вашей судьбе благополучие идет. Голубь – это благополучие. Когда совпадает этот символ, это всегда свидетельствует о том, что, знаете, даже если что-то идет наперекосяк, а закончится все равно хорошо. По крайней мере, у вас к этому, может быть, ну, ваша планета как раз Уран, что-то и перестраивает, что-то меняет, требует от своих подопечных тоже перестроиться. Но и даже я соединила колокол. Это всегда какие-то внешние события. Это внешние обстоятельства, неожиданные новости или ожиданные, ожидаемые, да, что-то, но, может быть, не в том контексте, как вы это предполагали. Да, вот тут есть что-то, на что вы не влияете, но пропустить не можете, равнодушным к этому остаться не можете, приходится участвовать. Но, может быть, даже такие метаморфозы для вас складывают больше благополучия. Смотрим дальше для водолеев, что ждет. Водолеев у вас как какой-то путь открывается. Причем открывается каким-то нетривиальным способом с учетом значения колокол. И путь это как жизненный путь, но это еще и дорога. Может быть, дорога ваша, кому-то встреча, важные контакты. А может быть, это дорога кого-то именно к вам. Что еще? Победа? Победа в каком-то вопросе или каким-то альтернативным способом. Все-таки альтернатива присутствует, благополучие и вот какая-то сама по себе неожиданность. Мы раскроем сейчас на картах Ленормана и на картах Таро значение этих символов. Пусть нам подскажут больше. Давайте разберемся, что же нам тут еще подсказывает пасьянс. И в нашем пасьянсе мы можем складывать значения, которые выпали в крайних рядах. Я вот просматриваю сейчас по горизонтали и по вертикали. Но что-то я не вижу. А ведь и правда, у вас какая-то перезагрузка тогда, хочется так сказать. И что интересно, невзирая на то, что выпал колокол, да, как с первой карты нас практически предупреждают, будет элемент неожиданности в мае. Но для вас не совпало, к примеру, змея. Ну, я обычно предупреждаю, да. И, что интересно, не совпала маска тоже, да, это как скрытый враг. Хотя как-то я ведь до вас, до вашего знака зодиака много уже сделала раскладов, и у многих это выпадало. То есть нет какого-то, знаете, как противостояния или какого-то противодействия, хитрого плана в отношении вас. Ну нет, и слава богу, не нужно, правда? Поэтому какие-то победы, даже если, ну, вот эти обстоятельства меняются неожиданно, внезапно, вам все равно вы можете сложить что-то вот в это благополучие и добрый узор. Ладно, не вижу, правда, больше совпадений, значит, так оно и есть. Пойдем с вами дальше. И на колоде Ленорман у нас сегодня Чиро-Маркетти. Первая карта. До конца мая. Что придет на ваш порог? Важное событие, вторая карта. Чем запомнится май? Что или кто не оставит вас равнодушными? Что прояснится, следующая карта? Что внезапно, что неожиданно в вашей жизни, в вашей судьбе? Или кто, может быть, как человек,
а может и информация, сама по себе возможность, что изменит вашу жизнь до конца мая. И последняя карта, мы можем ее рассматривать как и совет, или к чему приготовиться на последующий период. Итак, что ж там до конца мая? Придет в вашу судьбу, на ваш порог, в вашу жизнь. Ну, смотрите, два одинаковых символа. Клевер в колоде Ленорман – это именно благополучие. И у вас повторяется это значение в картах пасьянса. Ладно, сразу как будто все равно, но как высшие силы для вас складывают, даже если что-то меняется, какой-то более добрый, именно хочется сказать, добрая энергия, добрую ауру, добрый сюжет. А важное событие, чем запомнится май месяц, что не оставит вас равнодушными. Опять же, посмотрите, во-первых, корабль – это один из символов Меркурия, перемен. Поэтому какие-то перемены, да, они идут. Но вам, видимо, эти перемены во благо. Иногда по этой карте мы должны сами куда-то, может быть, и совершить поездку. Возможно, вам придется, услышали новости, куда-то быстро так отправиться или засобираетесь куда-то. Я не исключаю, что какой-то человек может точно так же появляться в вашей жизни. Или, может быть, будет предварительный звонок, какое-то согласование. Но раньше этого не было. А вот здесь вот эти перемены, они могут приходить, как и с людьми. Но они точно так же могут приходить и через обстоятельства. Причем это добрые перемены, мои дорогие. Но соответствие этой карте, тем не менее, идет у нас десятки мечей. Поэтому где-то говорят, раз мы куда-то отправляемся, подразумевается мечи, это у нас всегда интеллект, да, ну или пики здесь, да, в этой карте десятки пик соответствуют. Стало быть, есть какая-то тема, которую вам придется передумать, переиначить, переиграть. С чем это связано? Что или кто не оставит вас равнодушными? Ого, конкретный человек, которому можно доверять. Король Пентаклей, ну, может быть, у кого-то даже проигрывается, если мы говорим об астрологии и гороскопах, то это у нас люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. Это Телец, Дева, Козерог или имеющий там асцендент. Иногда по этой карте проходят наши близкие, проходят люди статусные. Где-то взаимосвязь может говорить о том, что вопрос финансовый какой-то вам нужно, может быть, уладить или прояснить, и вы будете видеть как необходимость какой-то важной встречи, важного диалога. Но должна точно так же сказать, что это и человек буквально идет в вашу жизнь, который тоже сам по себе стабильный, такой вот надежный, как якорь. Может быть, это для вас вопросы работы. Такого я тоже не исключаю. Тут именно меняется какая-то ситуация, по которой вы, может быть, это и денежное, откуда к вам приходят деньги, каким образом вы зарабатываете деньги. У кого-то будут мысли, а не сменить ли мне работу. Может быть, вы будете какие-то варианты просчитывать. И вот, кстати, восьмерка мечей, карта искаженного восприятия. Она говорит, что тебе, Водолей, придется что-то, да, передумать, переиграть, что-то видоизменить. И это именно потому, что так будет либо выгоднее по финансам, либо так больше стабильности. Точно финансовая история, которая говорит, ты тут не прошляпи, во-первых, что-то, потому что мы можем оставаться в собственном неведении, мы можем оставаться в собственных мыслях или в каких-то собственных шаблонах. Потому что король Пентаклей тут ведь тоже человек, его не назовешь особо душой компании, да, или его не назовешь идейный вдохновитель. Нет, но это тот человек, который такой вот, понимаете, он, во-первых, основывается на практике. Сама по себе карта практика. То, что осязаемо, то, что он сумел создать, какой он опыт получил уже, это для него тоже есть своего рода базис. Но иногда, может быть, и мы на каком-то этапе находимся вот в этих энергиях, но, видимо, как новая точка отсчета или сложившаяся обстановка вас как раз и заставляет изменить свое решение, именно потому, что либо это будет касаться вопросов денег, все-таки шестерка пентаклей – это карта финансового успеха. Но карта тут же говорит, что и ваш адрес, может быть, тут тоже воздействие некоторых персон, когда могут банально обратиться: одолжи мне денег. Или
Ну, как-то захочется эдакое что-то прикупить. Я должна сказать, что карты все, в принципе, которые выпали, мы можем их расценивать с учетом корабля, что вообще будьте как вы осторожны по части финансов. Лучше, наверное, деньги кумулировать всегда, когда шестерка пентаклей выпадает. Это больше мы как в свой адрес. Вам сейчас высшие силы помогают для того, чтобы вот накопить, может быть, даже какую-то сумму. И она вам вполне вероятно пригодится вскоре. А если просят долг, то помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Вот это, по крайней мере, нельзя игнорировать. Это нельзя сказать, что это не важно, завтра будет завтра. Мне тут предвидеть как минимум на пару шагов вперед. И вы знаете, я бы сказала, может быть, вы получаете по пажам. Это ситуация, которая может у вас начаться как перемены с получения, правда, информации. Причем эта информация к вам придет, и она будет каким-то образом касаться именно финансов. Может быть, вам нужно какой-то документ, кстати, создать. Именно, может быть, финансовый отчет. Но точно так же иногда это говорит о том, что вы можете помогать, например, и на наших детях. Эта карта все-таки пажи, это и дети, даже взрослые дети. Но, видимо, в этот период здесь, ну, все-таки больше в кубышку. Я не говорю, что это, понятно, какая-то ваша помощь, да, особенно близким, любимым людям, она должна иссякнуть. Но все же все карты, посмотрите, много пентаклевых карт, которые призывают, что с учетом восьмерки мечей ты не можешь поступать как прежде. Или ты не можешь, водолей, находиться вот в том, может быть, своем видении вот именно финансового процесса, как ты думал раньше. Вот здесь нужно что-то переиграть. Ну а для кого-то это побудительный мотив именно получением новости, так что же не оставить равнодушным. Здесь может, кстати, с учетом пажа Пентаклей и рыцаря кубков, здесь может сложиться такая конфигурация, когда вам самим, может быть, будет что-то предложено по работе. Может быть, сама работа, которая связана где-то с перемещениями, командировками. Или будет какой-то такой проект, который вас прям взволнует в хорошем смысле, потому что рыцарь кубков – это вдохновение, это хорошее настроение, это какое-то предложение, от которого мы не можем отказаться. Поэтому у кого-то из вас даже может быть такая история, которая, ну, отчасти и личная. Но если так, более прагматично, то для вас будет и какой-то денежный интерес. И вот это, вот эти перемены, ну, никак нельзя оставить равнодушными. Ну, по крайней мере, ваши отношения. Индифферентным, да? Что прояснится, какая история? А тут что-то проясняется, как по Урану, карта звезды. Какая-то дальняя траектория, и правда, это может быть как и километраж расстояния, но и расстояние по времени. У кого-то это взаимоотношения, возможно, которые тоже на расстоянии будет проясняться. Возможно, подготовка документов, кстати, да, пентаклевые карты могут свидетельствовать и о важных бумагах. Может быть, это вы планируете на последующий период тоже какой-то переезд. Вот давайте я еще карту достану. Что прояснится в мае? И правда предложение? Или какая-то вариация, назовем это так обтекаемо, которая точно для вас неожиданна. Наш человек как под дубом сидит, читает книгу. Ну, не собирается, он не думает, что ему тут сейчас руку какую-то, рука, точнее, какая-то протягивает кубок, и нужно ему что-то с этим делать. Тут вот неожиданный момент у вас все-таки присутствует. И нам как будто нужно как встряхнуться, встать, изменить свои планы, мои дорогие. И это будет иметь значение не совсем вот прямо, может быть, буквально на сегодня и завтра, а это будет с учетом аркана звезды говорить о каком-то, да, во-первых, десятка мечей, что что-то завершается. Может быть, буквально завершается какая-то история, когда вы не могли что-то предпринять. А вот сейчас тут как высшие силы для вас посылают как и информационный, может быть, поток или сложившиеся обстоятельства к тому, чтобы вы начали действовать. Кому-то придется, кстати, искать на смену конфронтации способ договориться. Пятерка мечей, первая победа. Может быть, это у кого-то была ссора с учетом аркана звезды.
Придется пересматривать какие-то отношения в сторону большей лояльности и взаимопонимания. Всегда эта карта говорит, ну, какой-то компромисс как будто лучше создать, нежели конфронтацию, правда? И тут у вас шанс. И опять же, Пентакль. Это или документ, или это решение денежного вопроса. Поэтому финансовая история, ну и, скажем, документальная, юридическая, будет тоже у вас проясняться. Вот мне очень интересно открыть эту карту. Что внезапно, что неожиданно, кто или что? Вопросы дома. Шикарная вообще-то карта. Давайте я попробую еще одну карту достать, с чем, с кем это связано. Ну, хотя, понятно, у кого-то, как я говорила, планируемый переезд или какая-то поездка, а может быть, как вариант в разведку съездить, а потом переехать надолго. А тут нет, смотрите, аркан змея. Змея, нам говорят, это всегда то, что появляется внезапно. Вот, кстати, тут внезапность, и мы смотрим с вами на неожиданности. Это что такое? Интересно, персональная карта. Мужчина, мои дорогие, у кого-то история любви. Ну, если меня смотрят мои дорогие любимые девочки, тут может быть история какая-то прежняя любви, может быть, любви страстной. У кого-то это даже будет совпадать, может быть, была семья, или пусть не оформлены были отношения, но вы проживали вместе, тут по-разному. А потом пошла какая-то хитрость, обман. Вот, может быть, кстати, первого победы, да, мы только с вами говорили. Даже придется выровнять отношения с кем, с тем-то, точнее, человеком, с кем мы, в принципе, хотим, ну, дистанцию, как в разных океанах находиться. А тем не менее, видимо, еще пока в мае нет, так не получается. И для вас, может быть, нужно, ну, как-то, или еще не все вопросы согласованы, но вы уже тогда ожидаете подвоха. А тем не менее, карта говорит, да, ты тут свое благополучие сохраняй. Но я могу точно так же допустить, что, мои дорогие водолеи, что и ваш адрес все-таки действительно есть человек, который имеет интерес. Если меня смотрят мужчины, может быть, мои дорогие мужчины, это ваш интерес. Иногда змея, иногда свидетельствует о страстной любви, о желании быть с каким-то человеком. Но, может быть, была какая-то ситуация, которая тоже у кого-то либо с обманом где-то так вибрировала, или с каким-то противодействием, или с какими-то, может быть, даже поведение человека, которое не умещается и вообще не укладывается в ваше понимание. Ну, может быть, не сам по себе обман какой-то хитрый, да, а может быть, вот именно даже человек, который, казалось бы, вы его хорошо знали, но он как-то поступил, ну, вообще это ни в какие ворота не лезет. Почему так говорю? Потому что мужчина как будто, да, он держит розу, колоду Чаро-Маркетия, а он, как известно, знаток тайных символов, древних символов. И мужчина держит розу. Роза – это любовь, это личная жизнь. Но есть такой компонент, не случайно изобразил босиком. Когда босиком, да, как будто человек, это как участок тела, когда он вынужден ступать и понимать, что он может пораниться. Или когда он чувствовать может в той или иной ситуации себя беззащитным. И смотрит наш мужчина как будто в другую сторону. Он именно думает о чем-то. Такой пространный какой-то пространственный взгляд, как в никуда. Вот есть какая-то тема, которую вы будете обдумывать. Но это, наверное, всех касается. Девочки будут о мужчинах, мужчины, может быть, наоборот, а именно какой-то вашей истории. Тут по-разному. Давайте я на картах Таро. Что же тут внезапно, что тут неожиданно? Но вообще могу сказать, история личной жизни может вспыхнуть или появиться вновь. Я не исключаю, что и для вас, а тут как будто по справедливости нужно что-то решить. Как будто карма не оставляет, не завершает пока какую-то историю. Вот посмотрите, два старших аркана, а меняет ее. И ведь это карта перемен. Это карта скорости. И у кого-то проиграется как дорога. Дорога или необходимость поездки. И я не исключаю, что, неважно, кто уже смотрит, все-таки первая карта – дом. Стабильность, якорь. Это больше безопасности для самих себя, для вас, мои дорогие. И значит, может быть такой, знаете, вибрирующий момент, когда вроде
и не думала, да, в прежний момент, что придется с этим взаимодействовать. А тут это как единственный вариант, нужно договариваться или нужно какие-то документы заключать, или какую-то историю нужно тоже как-то вот выровнять. Все-таки аркан справедливость, карма, если мы говорим, причина и следствие. То есть была уже когда-то причина, сейчас пока следствие, но будет что-то меняться. Поэтому у кого-то в последующем вопросы дома или место вашего пребывания. Возможно, это где-то и через работу тоже, я все-таки допускаю. Да, ну вот переложите на себя. Но у кого-то может проиграться личная жизнь. Внезапные перемены, мои дорогие, которые больше будут связаны с персоналиями. Что изменит вашу жизнь или изменит ваши планы? А вот смотрите, змея и лиса. Вот еще только осталось выпать карте крысы, да? Но есть какая-то все же тема. Мы не подгоняем наш расклад под что-то такое более приятно удобоваримое. Но есть какие-то темы, которые заставляют вас задуматься. Или я бы сказала, Водолей уже 1000 раз, может, уже задумался и голову сломал, но вы кому-то не верите, это точно. И тем не менее, вот опять же, вот как мы сейчас только со змеей рассматривали, и здесь, посмотрите, всадник, гонец, и здесь конкретно нам, как почтальон, да, мчится на радуге. Ваш адрес кто-то может объявиться, проявиться, что-то вам предложить или желать с вами продолжить какую-то историю, какую-то вам новость, может быть, принесет. Или, может быть, это предложение. Ну, вообще, вот что угодно. Тут действительно от кого-то вы получаете такую весточку. А может быть, и сам по себе документ. Вот, да, тут буквально конверт. Но вы-то почему-то не верите. Как будто я уже там был или была, все видел, и баста. Мне уже я эту историю не продолжаю. И тем не менее, что изменит вашу жизнь и ваши планы? Я часто говорю, карта здорового равнодушия на сегодняшний день. А когда-то это была дорога в никуда. Это пауза, это израненное сердце, это предательство, это какая-то неожиданная ситуация или конкретно поведение человека. И нам пришлось долгое время переболеть это. Когда карта выпадает, вы сейчас в состоянии здорового равнодушия. Это когда-то болело. А теперь индифферентно. А теперь вообще никак. А теперь не надо. А теперь надоело даже. Вот такие эмоции, ощущения. И в этот самый момент, когда вы, может быть, уже вас это, ну как, знаете, не служит триггером. Появляется какой-то человек или предложение, но у вас будет тогда сильная позиция. Нет эмоций. Нет эмоций у вас. Одни воспоминания, которые не самые приятные. Может быть, тем не менее, это действительно было связано с личной жизнью. Вот очень интересно. У нас пара выпала. Король Пентаклей, королева Пентаклей. Как и кубковые карты, так и пентаклевые карты двора говорят о личной истории, о супругах или о каком-то союзе. Может быть, не исключаю, союзе материальном, почему нет? Или, может быть, партнерские отношения. Но мы на вторую позицию спросили, что вас не оставит равнодушным. А здесь кто или что изменит ваши планы. И я так вижу, какая-то прежняя история. И она еще будет с вашим, возможно, интересом денежным, финансовым. Может быть, вас заставит, так знаете, рассмотреть альтернативно какой-то вариант по части взаимоотношений. Я не говорю на долгое время, но, по крайней мере, мы смотрим на май, значит, тут будет что-то продолжаться. Но вот, видимо, от переосмыслений каких-то вопросов вы не уйдете, потому что снова и снова все же змея и лиса вас будет заставлять, как вернуться назад и спрашивать у самого себя или самой себя, а могу ли я этому доверять? А вот мне хочется спросить, а можете ли вы этому доверять? То, что приходит на ваш порог или вам предлагают. Для денег, да. Для вас это возможность именно финансовая. Поэтому хотим или нет, ну, я понимаю, не все вопросы мы можем в меркантильность отнюдь уложить, но у кого это совпадает, может быть, не у всех совпадает. И есть действительно
ваш интерес или ваша заинтересованность, то тогда этот вариант рассмотреть стоит, потому что тут этот якорь как раз и может проиграться. Может быть, для кого-то из вас, зная, может быть, конкретный человек, к примеру, человек более ресурсный, чем вы, или человек знает, что у вас именно в мае какая-то ситуация по финансам складывается именно так, что вам ее нужно разрулить, завершить или как-то с ней определиться. И я не исключаю даже помощь кого-то, от кого вы меньше всего ожидали. Тогда вы будете думать с учетом леса, ага, а что взамен? А что от меня потребует человек? Тоже так вот, да, причина и следствие, тоже перемены. Вроде и отказаться-то нельзя. А как-то вот оно так очень шатковалка. Но вот подумайте об этом, это то, что изменит ваши планы, как будто корректировать придется. И тут ведь два старших аркана. Это именно не ваше желание, обстоятельства дважды складываются именно так. Карта совет или к чему приготовиться дальше. Да, вот все то, что я сейчас сказала. Карта дерева – это как корни. И кто-то будет продумывать, где я какие корни пущу, да, может быть, имеется в виду вот как расстояние, перемещение. Может быть, вы ищете именно место не только работы, а место вашего пребывания. Для кого-то это вопрос межличностных отношений в вашей семье, все же, да? Но нам тут изображено древо сферот. Это и есть двойное благополучие. Ну, даже не двойное, а многократное большее. Поэтому, ну, не можете вы от чего-то отказаться. По крайней мере, может быть, вы будете это как-то корректировать, так обустраивать, где-то подгонять какую-то возможность под свои нужды или под то, что, ну, для вас является в приоритете, но есть все же тот компонент, который вам полезен, это точно. Давайте я достану еще карту Таро. К чему приготовиться? К какой-то дороге, к какому-то однозначному выводу и выбору одновременно. Как будто наш человек уходит, поворачиваясь к прошлому. И вот эти кубки, которые часть перевернута, часть еще наполненная, но это уже не важно. Наступает время идти вперед. Вот как-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Отдельное спасибо. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.